Всем привет! Мы рады вас приветствовать на канале сети ветеринарных клиник BioVet. Тема сегодняшнего ролика – паразиты и как с ними бороться. Сразу после повышения температуры выше 0 градусов наступает очень опасный период. В активную фазу жизнедеятельности переходят извечные враги собачников. Это блохи и клещи. Поэтому давайте познакомимся с неприятелем поближе и узнаем, как защитить любимца наиболее эффективно. Ну а пока подписывайтесь на канал и начинаем. А начинаем мы с блох. Принято считать, что блохи совершенно безобидны и не несут угрозы здоровью животных. Но это не совсем так. Насекомое прокусывает кожу собаки и впрыскивает в ранку свою слюну, одновременно награждая жертву тысячами бактерий, среди которых оказываются и те, что могут вызвать дерматит, острую аллергическую реакцию и опасные инфекционные заболевания. Также блохи являются переносчиками яиц гельминтов, то есть глистов. Ну и, конечно, пораженная насекомым собака испытывает серьезные страдания от сопровождающегося укусами зуда. Она не знает буквально ни минуты покоя, постоянно чешется, выгрызает зубами кожу и пытается избавиться от надоедливых гостей. Клещи. Они, как и блохи, доставляют животному массу неудобств. Но самое страшное, что они являются переносчиками огромного списка опасных заболеваний. Установлено, что возбудители болезни концентрируются в брюшке вредителя, а источником заболевания служат слюнные железы. И поэтому, если клещ заражен инфекцией, то при кровососании со слюной он обязательно передаст ее в кровь человека или животного. Именно поэтому очень важно как можно раньше удалить присосавшегося недруга, чтобы не допустить заражения. Самые распространенные опасные болезни, передаваемые клещами, вы видите на экране. Это пироплазмоз, клещевой боррелиоз или болезнь Лайма, клещевой моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. Итак, перейдем к следующей части нашего видео и поговорим о том, как правильно обезопасить наших питомцев. Пошагово. Шаг первый. Определите точную дату, когда собаке понадобится очередная обработка от внешних паразитов. Лучше всего отметить ее в календаре или поставить напоминание в телефоне. Второй шаг. Прежде чем звать собаку, чтобы капнуть ей препарат, не поленитесь открыть коробочку и прочитать внимательно инструкцию к этому препарату. Количество капель, необходимых вашему питомцу, которое определяется в зависимости от его массы тела, является как раз-таки основным фактором, который вы должны в этой инструкции найти. Шаг третий. Подготовьте препарат к использованию, то есть достаньте блистер из упаковки, флакон из блистера, откройте этот флакон и переходите к четвертому шагу. А четвертый шаг – это раздвинуть шерсть собаки и нанести необходимое количество капель на кожу в области холки. Ну и пятый шаг – все готово. Если собака не пытается слезать препарат, то процедура завершена. А если все же пытается, то попробуйте защитить собаку от слизывания препарата с помощью воротника. Какие ошибки можно допустить при обработке? Первая ошибка – это нарушение графика обработки собаки. Решение простое. Для того, чтобы паразиты не беспокоили вашего четвероногого друга, повторяйте обработку раз в 6-7 недель. Ошибка вторая – это обработка шерсти собаки. Решение тоже простое. Для того, чтобы использование капель было эффективным для вашего питомца, наносите раствор на кожу собаки, раздвинув шерсть, а не на его шерсть. То есть раствор должен быть на коже. Третья ошибка – это купание любимца в первые 2 суток после обработки препарата. Решение тоже простое – не мойте собаку в течение 48 часов после нанесения капель. Если процедура купания у вашей собаки повторяется чаще 2 раз в месяц, сократите интервал между использованием препарата до 3 недель. Четвертая ошибка – это неправильное определение весовой категории препарата при пограничном весе собаки. Решение, если вы не знаете, какую весовую категорию выбрать препарата, то есть ваша собака находится на границе, то лучше обработайте собаку препаратом на больший вес. И могу сказать про лучшие капли, по мнению наших ветеринарных врачей. Это Advantix, UltraGuard, Bars, Frontline и Inspector. На этом, наверное, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники BioVet и берегите своих питомцев. Всего доброго, до новых встреч.